Всем привет! С вами снова профессор Березовский. Добро пожаловать на мою новенькую лекцию по Call of Duty Mobile. В игре у нас, друзья, значит обнова. А обнова это что? Это море нового контента, например, авторского, такие как мои тесты. Ладно, не буду ходить вокруг да около, значит, разработчики нам заявили, что пофиксили боезапас на урон на нашу любимую пушку на QQ9. Давайте ее полностью протестируем сегодня. Обещаю, это будет интересно. Устраивайтесь поудобнее, возьмите себе самый вкусный чай, а лучше поставьте кофеек, возьмите вкусняшек, а мы начинаем. Так, по словам разработчиков, немного поправили ситуацию с уроном. Действительно, смотрите, на дистанциях 5 метров и 20 метров урон увеличен ровно на 1 единицу по сравнению с тем, что было раньше. Посмотрите предыдущий ролик, если хотите сравнить. По пулям ничего не изменилось, все как и было раньше в предыдущем ролике, ребятки. 20-30 метров ситуация меняется кардинально, дальше нет. Далее меряем скорострельность, боезапас 30 патронов, выпускаем его полностью. Ага, получается боезапас все так же стреляет медленнее, то есть скорострельность сокращается, ребятки. Теперь мы измерим ТТК, Time to Kill, то есть время для убийства. Измеряется эта штука, значит, она самая главная в игре, а не урон. Измеряется следующим образом. Во-первых, время, которое получилось до этого, мы сейчас замерили, делим на количество патронов. Боезапас у нас 30, напоминаю. Получаем время для одного патрона. Далее мы умножаем на патроны для убийства, например, на 4, и получаем ТТК для 4 патронов. Для, как бы убийства за 4 патрона. Это, конечно, нужно сюда заложить еще скорость и время полет пули, но все равно, ребят, это голые замеры, но все равно. Ситуация ужасная. То есть, если вот так на голяк, так сказать, мерить, я бы не стал боезапас ставить, потому что реально ТТК у нас сокращается на 20 и 30 метрах, а все остальное ужасно. Я бы не стал, потому что QQ9 как бы, того не стоит, короче, ребята. А вот мне пришла гениальнейшая мысль, а что если на всех этих модулях замерить? И я пришел к выводу, и путем тестов, смотрите, РТС плюс панолит в совокупности дает нереальнейший результат, ребят, на всех дистанциях. Давайте то же самое я вам покажу лучше на полях, и все станет понятно. Рекон РТС плюс монолит, и смотрите, ребятки, получается реально 20, 30, 40 метров ситуация уже меняется с этим боезапасом. И получается под боезапас его на голяк вообще нереально использовать. Неправильно, ТТК, он прям, плохо, там все красное, вы видели. А вот в совокупности с РТС и монолитом прям конфетка. Теперь у меня пришла гениальная мысль. А что если сравнить со стоком и full комплект, то есть боезапас, монолит плюс РТС. И получается так, что на всех дистанциях реально есть разница, именно ПХП. Но сейчас я вам покажу по пулям, и вы в меня поймете. Это будет нереальнейший просто тест, реально. Смотрите, ребятки, на 20 и 30 метрах ситуация меняется на 2 патрона для убийства. Ребята, вы вдумайтесь, на 2 патрона для убийства. И ситуация меняется на 40 метрах. По сравнению с полным стоком, с полным голиком, так сказать. Ребятки, перевожу вам все на ТТК, на время для убийства. Получается, смотрите, на 5 и 10 метрах буквально 0,03 секунды разница. Буквально 0,03 для убийства, это мгновение, вы не почувствуете. Но на 20-30 метрах получается целая 0,1 секунды разница в ТТК. Просто нереально, ребят, результат просто нереальный получился. 0,1 для убийства. Это очень много, ребят, реально, десятые секунды. Давайте соберем сборку, просто выносящую на все дистанции, реально просто круто. Я уже успел катку отыграть. Вот, все, поставили боезапас, поставили с вами, получается, вот этот РТС, то, что я вам говорил, РТС, если правильно, да. Ставим монолитный глушитель и далее думаем, ребятки, у нас минус скорость прицеливания на монолите, минус скорость прицеливания на стволе, получается, РТС Recon. Минус скорость прицеливания, вот здесь скорость перезарядки и так далее на боезапасе. Короче, везде минус скорость прицеливания. И минус, там точность минус, вот тоже вот в монолите. По-любому лазерка на скорость прицеливания и точность. И далее, вот, ребятки, у меня есть два варианта. Либо далее вы режете приклад, но тогда у вас минус точность, минус стабилизация, и что самое опасное для QQ9, это минус вертикалка. Вот вертикалка прям вверх будет выбивать. Вот если вы реально очень круто контролируете QQ9 и вам, не важна вот эта вертикалка, то ставьте минус приклад, режьте его. Но я
поиграл и пришел для себя к выводу, что лучше ставить рельефную обмотку рукоятки. Она повышает скорость прицеливания и скорость перехода. А минусы у нее реально не такие минусы. То есть там совсем чуть-чуть, видите, точность разброса пуль, да и все. А получается, то есть вы тоже повысили скорость, да, у вас подвижность повысилась, там все дела. Но по факту, вот смотрите, если сравнить, подвижность там чуть-чуть будет лучше, если приклад порезать, но контроль будет хуже. И вертикалка это самое опасное для QQ9, ее вверх выбивает сильно. Я почувствовал это, когда вы зажимаете 2-3 врага в рейтинге. У вас реально на таком зажиме уже вверх уходит. Давайте, короче, вот эту сборочку просто топовую, просто лютую, самую мощную сборку на QQ9. Это реально самая мощная сборка, ребят, смотрите. Скорость прицеливания отлично, супер, реально отлично. Ну, мне понравилось, то есть она быстрая, она шустрая. И подвижность, в общем-то, сильно не урезалась у такой сборки. Но она реально самая мощная теперь, ребятки. Реально самая мощная. Вот, смотрите, раз, то есть почти моментально. И действительно, почему она самая мощная, я вам показал. Ребят, 2 патрона разницы на вот 20-30 метров. 2 патрона, ребят, это нереальный результат. Серьезно, я такого не ожидал от разрабов. Оп, все, забрали. Моментально, ребят, моментально. Так, ага, сюда закидываем. Стоп, откуда? Стоп. Он как-то там типа крысил, что ли? Ну ладно, окей. Лады. Так, ну естественно, в рейтинге мы проиграли, профукали Б. Ну естественно, ну куда ж. Оп, забрали. Блин, непривычно с обновой то, что регистрация урона такая узенькая, тоненькая, прям такая прорисованная, качественная. Я привык как бы к жирненькому шрифту. На это дело привычки, это такое себе. Так, по краешку тут главное Б захватить, ребят. Все, фух, захватили, дальше нам очки пойдут. Все, огонь. Так, отсюда, наверное, отыграем немножко. Ну давай, бро, выходи. Выходи, брат. Опа, хэт. Вот прям смачно, прям только черешенка выглянула и прям точно в черешенку попал. Слушайте, точность у Пушкин отличная. То есть я не чувствую, что точность, ну прям сильно занерфили, да, вот именно своими этими модулями. Отлично, супер. Главное, вот здесь, я вам сказал, 2 патрона для убийства реально изменилось. Оп, еще одного, да, наверное? Нет? Да, давай. Блин, все, правый меня забрал, да, правый забрал. Не успел, ребятки, ну нормальный минусов навалил сейчас, нормально, между прочим. Блин, меня очень радует эта сборка. То есть, глушитель для любителей глушителей. ТТК, да, я вам сказал, time to kill, да, время убийства, на 1/10... я его заберу? Не заберу? Нет? Блин. Короче, 1/10 секунды для убийства, да, улучшается. Это нереальный результат. Обычно там измеряется в сотых, там 3 сотых, 5 сотых. 1/10. Это, ребят, я под эмоциями. Ну, вы чувствуете, наверное, да, я вам как бы атмосферку передаю через микрофон. Реально, я на таких эмоциях. 1/10 секунды. Так. Окей, ладно, погодите, мне надо поэмоционировать немножко, мне можно попроигрывать, ничего страшного. О, ребят, я так рад за эту сборку, потому что, серьезно, до этого я тестил интегральный глушитель, он повышал там скорострельность, конечно, но как бы так, то есть скорострельность немножко повышалась там на пару соток, да и все. А тут, блин, 1/10 секунды. Это имба, имбущая имбень, серьезно, ребят, я вам просто вот отвечаю, реально. Так, мы теряем А. Какого-то фига А мы теряем. Что? Странненько. Ну ладно. Ну ладненько, ребята, ну ладненько. Короче говоря, за счет скорострельности, еще раз, да, продолжу мысль. Монолит для любителей глушителей, да, как обычно. Ствол удлиненный на дистанцию, все отлично вместе с совокупности с монолитом. И боезапас наконец-то стал в этой сборке, в этой связке модулей работать. Наконец-то. А как меня забрали сейчас? Я что-то не понял. Понял, с той стороны, понял, я тебя понял, братан, я тебя понял. Короче говоря, именно в этой связке начало, наконец, работать, заиграла. Пушка заиграла для меня по-новому, новыми красками, серьезно. То есть я ощущаю, что ближняя дистанция полностью в моем распоряжении. То есть буквально там бах, мгновение забрал. И я ощущаю, что теперь реально гораздо быстрее забирает на средней дистанции, то есть эти 20-30 метров. Реально быстрее, то есть раньше надо было прям долго стрелять, зажимать, ну относительно, вот это 1/10 секунда, она реально чувствуется. Пару сотых не ощущается, реально не ощущается. Ну понятно, да, конечно, половину мы слили, все понятно. Вот, реально, пару сотых там, 3 сотых, 5 сотых, не ощущается, реально не ощущается. 1/10 чувствуется, я вам отвечаю, ребят, попробуйте эту сборку, она разносит нереально, нереально. Именно
Осталось примерно так же на ближней дистанции, понятно, но вот на средней, 20-30 метров, как я вам показал, реально ощущается быстрее. Я уже сколько раз это повторил, ребят, напишите в комментариях, сколько я раз повторил, что реально разница, реально ощущается и так далее. Напишите, если посчитали, потому что я под эмоциями, у меня вот это буквально первая моя, ну как, я один раз отыграл на ботах, чтобы понять вообще, есть ли разница или ее нет. Я на ботах понял, что разница есть. Вот, смотрите, просто моментально сносит на средней дистанции. Я понял на ботах, что разница есть, и решил первую вот катку записать вам в рейтинге, чтобы реально передать прям все эмоции, как я это чувствую, как ощущаю с этой пушкой. Чтобы вы понимали и как бы через экран чувствовали, что я как будто бы священную Грааль нашел на эту пушку. QQ9 для меня заиграла по-новому. Только единственная скорость перезарядки, вот, ребятки, минусы подчеркну, да, естественно, вы спросите, Березовский, мол, да, ты так все приукрашиваешь, там все дела, а где же минусы, Минусы следующие, ребят, скорость перезарядки понизилась, ну да, скорость понизилась, правильно, вот, то есть реально стало медленнее перезаряжаться, это плохо, когда забива идет, когда забива против вас трое, и вы там ныкаетесь и так далее, вот, такие дела. Вертикалка, ну я ее все-таки, да, как бы бафнул модулями чуть-чуть. Ну я имею в виду точность, разброс, не вертикалку, а точность. А саму вертикалку я сам контролирую. То есть главное вам не резать приклад, потому что из-за этого приклада будет сильно нерфиться вертикалка, вы перестанете ее контролировать по кайфу. Именно в удовольствие контролировать легко, комфортно и так далее. Ставьте лучше все-таки рукояточку. Опа, просто моментально. Реакция, да, я нажимаю стрелять и уже его забираю. Это нереально. Это нереально, ребятки. Так вот, скорость перезарядки минус, реально. И 30 патронов. Потому что все-таки слишком уж она скорострельная, эта пушка. Ну, понятно, да, там УЗИшка еще скорострельная, понятное дело. Но QV9 очень скорострельная. И вот на ней все-таки вот этот боезапас на урон, вот 45. Ну вот, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну вот 45 хочется. Ну, потому что я сношу, да, вот 30 патронов. Одного сношу, второго убиваю, и как бы, и все. И патронов не хватает на третьего. Приходится перезаряжаться, и ты умираешь, все. То есть вот, короче говоря, ребят, кратко, две проблемы. Перезарядка, ее скорость, и 30 патронов на 45. Все, две проблемы. Если для вас это не проблема, you're welcome. Если у вас с АИМом нет проблем, вы дружите со своим АИМом и забираете легко. Так, ну-ка, бэшку защитим. Опа, минус. Ха-ха. Не ожидал, братан? А у меня супер скорострельная пушка, у меня просто молния, реально. У меня в руках молния. Так, не вариант. Не вариант, там их трое, не вариант. Одного бы я перестрелял, троих нет. Б забрали, не понял. Опа, минус. Аннигилятор забрали. Блин, что-то я затупил сейчас. Ну вот, короче, ребятки, если вы АИМ у вас хороший, то есть вы можете забирать нормально, точно челиков, отлично. И если для вас как бы скорость перезарядки не проблема, то тоже отлично. О, ребята, надо забирать катку. Ребята, еще и вот реально и эмоции из-за катки, потому что, блин, сейчас ничья будет. Кто кого? Ой, ребята, молодцы. Ой, ребята, сейчас молодцы, Б забрали. Ой, ребята, все, иду. Ребят, иду, бегу. Батя бежит, ребят, отец бежит вас спасать. Раз, два. О-о-о. Вот это концовочка, ребята. Опа, ну-ка, забрал, все, да, вот это концовка, ребята. Ребят, вот за эту концовку вы просто обязаны влепить в лайкос. За эту концовку, серьезно, ребят. Она получилась очень смотрибельная. Очень. Опа, прям реально, троих там снес. Ну, может быть, не помогли, конечно, не успел бы посмотреть. И этого красота, ребята. Короче, ребятки, сейчас глянем на результат, потому что результат получился офигенный, реально. Это пушка, это я так, наверное, назову, типа, вторую часть, наверное, сделаю название. Мол, самая мощная сборка на QQ9. Она реально самая мощная, по-другому, ну, не назовешь никак. Никак не назовешь. Такс. 22. Оу, неплохо. То есть, в принципе, да, нормально отыграли. Вон там челик с нулем. Зеро. Всем огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, ребятки, я вам помог. Всем пока-пока.